Всем привет! Зовут меня Синди. Вот, собственно, я. А это домик моего бывшего парня. Почему бывшего, спросите вы? Сейчас я вам все расскажу. Вот так он выглядит. Спереди, с виду, конечно же, ухоженный, и кажется, что в нем живет какая-нибудь порядочная семья. Но так и было до смерти матери моего бывшего парня. Вот его отец, который после смерти супруги стал немного странным и впал в рисование. Он превратил свою спальню в галерею и хранил там все свои эскизы, картины. Вот, собственно, мой бывший парень, и зовут его Майкл. Он очень симпатичный молодой человек, но после смерти матери он отказался от гулянок и просто сидел дома. Вот его младший брат Стивен. Он как играл в компьютерные игры, так и играет. А вот, собственно, комната, в которой жили Майкл и Стивен вместе. Домик у них маленький, но уютный. И после смерти матери как-то уж совсем здесь тоскливо стало. В семье начались ссоры. Майкл, как старший сын и все-таки подросток, сильно ругался со своим отцом и братом. И каждый раз ссоры заходили все дальше и дальше. Я единственная, кто действительно поддерживал Майкла. Мы с ним постоянно общались, и вообще мы с ним дружили с 7 класса и были не разлей вода. Никто так его не понимал, как я. Мы долгое время были вместе, пока не произошло это. В один из дней, в очередной раз, Майкл поссорился со своим отцом. Они опять не поделили какой-то пустяк, но в этот раз ссора зашла слишком далеко, и Майкл собрался и просто ушел из дома. В это время я просто как чувствовала, решила навестить Майкла, отправилась к нему домой и увидела лишь расстроенного отца, который сидел на диване. Я спросила, что же случилось, и он сказал, что они в очередной раз поссорились, и Майкл куда-то ушел. Но я точно знала, куда он ушел. И, конечно же, это было наше любимое озеро, на котором мы проводили очень много времени. Но в этот раз здесь происходило что-то неладное. Майкл подошел к воде и увидел там 2 девушек, но необычных. У них была странного цвета кожа. Они между собой разговаривали, плескались, смеялись, и они были очень красивы. Одна ему девушка очень понравилась. У нее были белокурые волосы и много-много украшений. И так долго девушки находились в воде, а Майкл просто сидел. Он был как будто заколдованный. Казалось бы, парень просто смотрел, но его лицо уже расплывалось в улыбке. Он сидел там очень долго и не успел оглянуться, как уже на дворе была ночь. Я же его все это время искала, бегала по улицам, спрашивала в людей, но курс я держала четко к нашему озеру. И вот, увидев общую подругу, я спросила, не видела ли она Майкла здесь. Она, посмотрев, сказала, что да, вот же он сидит. И Майкл, услышав вопли, увидел меня и подошел. Он был немного напуганный и сказал, что «Скорей, бегите к озеру, там какие-то странные девушки». Мы с подругой решили подойти, но никого там не увидели. Мы посмеялись, и я отвела Майкла в сторону и сказала ему, чтобы он не переживал так из-за ссоры с отцом, и все будет хорошо. Майкл тоже улыбнулся, но было видно, что все-таки он в своих словах уверен. Дома все было как обычно. Младший брат вечно шкодничал. Отец
просто сам с собой разговаривал иногда, и Майклу ничего не оставалось, кроме как пригласить своего единственного друга и рассказать ему все, что с ним произошло на озере. Они закрылись в комнате отца, и, усевшись на кровать, Майкл рассказал все подробно, что с ним произошло, какие были девушки и все его чувства в тот момент. Конечно же, друг посоветовал ему еще раз прийти на озеро и познакомиться с русалками. В этот же вечер он позвал меня к себе и сказал, что я очень хорошая девушка, и ему было хорошо со мной, но наступил момент, когда нам надо расстаться, и он якобы нашел другую. Честно скажу, я не понимала, кого же он мог найти, потому что у него даже не было подруг, но мне ничего не оставалось, кроме как просто уйти. И Майкл остался один. Наверное, он долго думал, сделал ли он правильно, или это была ошибка. Казалось, она просто затуманила ему сознание, потому что она не была человеком, и влюбиться в нее, наверное, все-таки нельзя было. Но Майкла будто подменили, и он все это время ходил как в гипнозе. Я же поняла, в чем дело, и давно наблюдала за тем, как он играет с русалкой в этом нашем озере. Я подошла к нему и сказала все, что о нем думаю. Я сказала, что ему больше меня не вернуть, и мы никогда не будем вместе. И если он такой предатель, пусть он остается со своей русалкой, а я уж как-нибудь проживу без него. Но в ответ он только улыбался и смотрел безумным взглядом. Ему сейчас надо было другое. Стоя неподалеку, я слышала, как он признавался русалкам в любви, как он говорил, что не может без нее жить, что любит ее, и если она не ответит ему взаимностью, то он умрет. Но что, две русалки просто рассмеялись и сказали, что он надо был им только для забавы. Думаю, сейчас нет смысла рассказывать, как Майкл себя чувствует, потому что и так все ясно. Он поступил неправильно, и теперь пусть живет один. А что до меня? А мне хорошо. Я после этого случая терпеть не могу рыбу. Ну а в целом у меня все очень даже прекрасно. По поводу Майкла могу сказать одно. Он сам сделал свой выбор, и пусть теперь сам разгребает все то, что наделал. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, обязательно напишите комментарий и подписывайтесь на мой канал. А я говорю вам спасибо за просмотры и пока-пока.